На связи Украина 365. На южном направлении подразделения вооруженных сил Украины зажали российских оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра. Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге. «Если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег, это котел», – заявила она. По ее данным, военное руководство РФ больше всего полагается на воздушно-десантные войска, которых удалось собрать немало. В то же время она подтверждает появление на южном направлении только что мобилизованных россиян и уточнила, что они плохо подготовлены, поэтому служат для российского военного командования только пушечным мясом. Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых свежих мобилизованных, однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и скорее выполняют роль пушечного мяса, добавила Гуменюк. Также она сообщила, что в ВСУ с начала октября освободили от армии РФ более 400 квадратных километров Херсонской области. Имеем достаточно убедительные успехи. Направление мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов с начала активных действий в октябре, и мы продвигаемся дальше, сказала Гуменюк. Она добавила, что на нескольких направлениях украинские бойцы продвинулись до 20 километров вглубь. События развиваются невероятно динамично. Тем временем из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По предварительным данным, российских оккупантов из Новой Каховки перебросили в Береслав. Об этом он написал у себя в Facebook. Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки шаурмы, которые они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес. По предварительной информации, всех отправили в Береслав, где ничего не происходит и паники нет. Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой, добавил Хлань. Вместе с этим из-за наступления ВСУ в так называемой ЛНР заявили, что пророссийские структуры и учреждения эвакуируются из оккупированных городов на Луганщине. Об этом сказал главарь НВФ и так называемый непризнанный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Север и северо-запад ЛНР. Ситуация тревожная, но стабильная, уверяет Мельник. По его словам, связь с Кременной и Сватовым практически отсутствует. При этом Мирошник утверждает, что вся территория в районе Кременной контролируется так называемой ЛНР. А ВСУ якобы стянули до 10 тысяч человек в районы Северска и Торского. Также у них есть техника, артиллерия и РСЗО. В городе и поселках малолюдно. Основные социальные учреждения эвакуированы, сообщил он. В Сватово, по его словам, основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в частности, занимаются эвакуацией. Оценить численность ВСУ, отметил Мирошник, сложно. Есть данные о перегруппировке перемещений тяжелой техники. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А ранее мы сообщали. Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление, освобождая от российских оккупантов все больше населенных пунктов, в частности, на Херсонщине. С таким успехом силы обороны могут оцепить врага в Херсоне. Об этом в эфире «Апостроф ТВ» сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Украинские силы освободили от врага Нововоскресенское, Новогригоровку, Новопавловку. Воины обошли российских оккупантов со стороны Днепра в районе Дущан, а с другой стороны отвоевали Давыдоброд и начинают двигаться в сторону Береслава, чтобы взять оккупационные войска в кольцо. По его словам, российские оккупанты массово стягивают военную технику и отступают к Веселому и Казацкому под Береславом, где планируют обустроить форпосты для защиты Каховской ГЭС, которую хотят содержать. Также сообщается, что враг сосредоточил на правом берегу Днепра элитные подразделения. Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович пророчит им скорый конец. Есть данные по группировке врага. Уже сейчас 2500 убитых только за месяц. Из 25 тысяч собранного там контингента фактически каждый 10-й убитый, часть раненые, резюмирует Арестович. Штурмовая пехота сосредоточена на правобережье, на текущий момент деморализована. Есть проблемы со связью, нет четких приказов. По информации Арестовича, некоторое время группировка будет еще сопротивляться, но финал при этом будет для них печальным. Тем временем в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить освобождать Лиман на Донеччине, отказываются ехать на фронт. Группа россиян, которых мобилизовали в Брянской области, сейчас находится в Белгородской области и игнорирует приказы двигаться в Украину. Об этом сообщает российское издание «Сота». При этом мобилизованные сами рассказали изданию причину, почему они не хотят ехать воевать. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман, который украинские военные недавно отбили у российских захватчиков. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале. При этом вся подготовка мобилизованных к войне свелась к тому, что их завели один раз на полигон пострелять. Хотя раньше обещали, что они в течение месяца будут проходить обучение в Клинцах, и что потом их отправят на границу Брянской области, а не на фронт. Теперь их пытаются заставить подписать контракт, подчеркивая, что они якобы будут получать
получать высокие зарплаты. Однако на такой шаг соглашаются лишь единицы. Мобилизованным, которые устроили мятеж, военное руководство уже угрожает пытками и заключениями в случае, если они таки откажутся идти на штурм Лимана. Дорогие подписчики, из-за полномасштабного нападения России мы практически полностью потеряли рекламу, а значит финансовое обеспечение всех наших редакционных бойцов. При желании и возможности вы можете поддержать нас разовым или регулярным платежом. Реквизиты в описании к этому видео.